Всех сегодня приветствую! Как и всегда, вы на канале Realistic PS. В преддверии приближающихся рождественских и новогодних праздников Konami не оставили нас без соответствующего контента. И сегодня в игре стартовала новая кампания, которая посвящена Новому году и Рождеству. В отличие от прошлогодней кампании, нынешняя кампания более чем щедра на всякого рода бесплатные карточки, прочие поинты и даже монетки, о чем мы и поговорим в сегодняшнем ролике. И не только, соответственно. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вы хотите приобрести монеты для eFootball Mobile или вовсе готовы аккаунты с уже имеющимися эпиками, то вам на PlayRock. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Если кому интересно, то в глобальном смысле в игре ничего не изменилось. Новый режим, который добавили с обновлением 4.2.0, в игре все еще официально не появился, то есть мини-футбол нам не завезли. Поэтому все основное внимание сосредотачиваем только на зимней праздничной кампании. Но ее более чем и хватает, поскольку она растянется аж почти на месяц, чуть-чуть поменьше, а именно 27-26 дней. И награды в этой самой кампании более чем приятные, особенно для тех игроков, которые, например, не донатят. И, конечно же, речь идет о бесплатных эпических карточках, которыми может обзавестись любой желающий игрок, если выполнит все необходимые цели и будет изрядно заходить в игру. Поэтому, если вы, опять же, не донатите, эпические игроки вам только снятся, и вы получаете их только в рамках подобных кампаний, то это как раз для вас. В отличие от предыдущих аналогичных кампаний, когда Konami также раздавали эпические карточки, по сути, на халяву, в этот раз одну из карточек можно забрать гарантированно, и даже выбрать, какую именно карточку вы хотите с собой забрать, благодаря новоиспеченному селекционному контракту, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже. В рамках подарочного пака представлено 5 эпических футболистов, 4 футболиста старой эпической формации, то есть с одним бустом, и все, то есть второй буст не добавишь, и один эпический игрок из разряда новых, который с 2 бустами, которому второй буст накинуть можно. И список у нас такой: Давид Вилья, Уэсли Снейдер, Билетти, Юнберг и Флетчер. На этот раз Konami придумали слишком хитроумную вещь, но тем не менее в ней нетрудно разобраться, если вчитаться поподробнее и в целом обратить внимание на ту информацию, которую непосредственно разработчики представили. А теперь внимательно следите за руками. В рамках этой кампании, выполняя цели, заходя в игру на протяжении недели, мы будем получать подарочные крутки, то есть те же самые халявные крутки на специальный пак, в котором эти эпики и содержатся. Загвоздка в том, что круток будет всего 26 штук, в то время как в паке присутствует около 200 футболистов, то есть 5 эпических, пара-тройка хайлайтовских из разного рода паков, и все остальные это ГПшные игроки. И из этого пака не факт, что вам кто-то выпадет. Может быть, а может быть и нет. И поэтому Konami приготовили второй аналогичный пак, то есть точно такой же пак с теми же самыми эпиками, только без всех остальных футболистов. Только эпики и только одна гарантированная крутка. Как раз таки тот самый селекционный контракт. Он представлен в единственном экземпляре, и получить его можно, выполняя как раз таки цели в рамках новой кампании. Но поскольку на данный момент доступны далеко не все цели, скорее всего получение этого селекционного контракта растянется на несколько недель. Поэтому если вам никто не выпадет за 26 круток из пака из 200 футболистов, то все равно вы сможете забрать одного гарантированного игрока. И здесь остается уже другой вопрос: кого именно забрать в свою команду? Как и всегда, предлагаю вам спуститься в комментарии под этим роликом и рассказать, кого вы планируете забрать именно из гарантированной крутки, ну и кого рассчитываете поймать за 26 круток, если вообще рассчитываете. Ну а подробнее об этом мы поговорим на втором канале, поэтому следите за всеми анонсами в наших соцсетях. Также в рамках кампании мы получим поинты всевозможные, те же самые поинты позиций, навыков, также добавление второго буста, к слову, даже 500 золотых монеточек за прохождение целей в рамках данной кампании. И что самое интересное, у нас появился вот такой вот интересный подарочек, который будут раздавать на протяжении недели, которым мы самостоятельно выбираем, какой из представленных поинтов мы хотим забрать. Либо
поинты тренировки, либо поинты тренировки навыков, либо поинты тренировки позиций. В общем-то, нетрудно понять. Ну и также Konami отмечает, что в период с 1 по 3 января нас будет ожидать какой-то подарочек, и вместе с этим указываются 10 круточек эпического или шоу-тайм пака. Не совсем понятно, связаны ли эти две вещи между собой. Как бы то ни было, нас в любом случае ожидают бесплатные крутки донатных паков, с которых не факт, что еще что-то выпадет. Но, тем не менее, подгон в принципе неплохой. Особенно учитывая, что было в прошлом году, когда нам раздали где-то круток 3-4, что ли, на эпический пак с игроками Ла Лиги. И, по сути, это было все. Также вкратце упомяну о том, что сегодня в игре дебютировал Эден Азар в качестве эпического футболиста. Несмотря на то, что мы не обнаружили его среди новых эпиков в базе данных, тем не менее в игре он появился и стал доступен в очередном паке из 150 футболистов. Поэтому все эти разговоры о том, что он появится в отдельном паке за 500, за 1000, за 1500 монеточек или вовсе будет бесплатным, ну, как видите, не оправдались. Как-то не странно. В комментариях под этим роликом также можете поделиться своими впечатлениями, если вы успели выловить Эдена Азара или как минимум планируете это сделать, поскольку интересно, как сильно отличается его моделька от предыдущих карточек, которые были в игре, хоть их было и немного. Ну а так, кампания с Капитаном Цубасой продолжается. В рамках ивентов стал доступен очередной ивент, в котором мы сможем забрать одну из карточек, именно карточку Упамекано. До этого был доступен Йозуа Кимих, и также за вход в игру раздают бесплатного Луиса Суареса. Но если вы рассчитывали, что эта карточка залетит вам в основной состав, то это крайне маловероятно, учитывая, какие цифры скорости и ускорения у этой версии Суареса. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Конечно, это не прокачанная карточка, но поверьте мне, даже с полной прокачкой намного быстрее он вряд ли станет. Но для коллекции, может быть, и пойдет, почему бы и нет. И, в общем-то, вот такой вот подгон нам устраивает Konami перед концом года. В принципе, всяко лучше, чем было в прошлом году, поскольку, опять же, повторюсь, в прошлом году нам подогнали подарочные крутки донатного пака, из которых большинству, как-то ни странно, вообще ничего не выпало. А здесь полноценная кампания с гарантированным эпиком, и, что самое главное, среди этих эпиков, как минимум трое из них могут залететь в основной состав большинства игроков, даже если те донатят. Поэтому, несмотря на всю скудность контента после глобального в кавычках обновления, хоть что-то смогло порадовать. И будет радовать на протяжении нескольких недель вплоть до Нового года и, естественно, Рождества. Ну а ваше же мнение, дорогие друзья, как и всегда, я буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте подписываться на канал, если вы находитесь здесь впервые. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.